Привет всем фанатам биатлона, с вами разработчики Angel Biathlon. До сих пор на нашем канале мы проводили с вами разные гонки, играли карьеру, проводили батлы между биатлонистами, но всегда хотелось сделать что-то большее, где могло бы поучаствовать максимальное количество биатлонистов. И поэтому на днях я придумал супер турнир Кубок Angel Biathlon, где будут участвовать 168 спортсменов, 84 мужчины и 84 женщины. Итак, давайте посмотрим, как будет проходить этот турнир. Перед вами турнирная сетка, и все начнется с отборочного тура. В нем будет 4 гонки по 21 спортсмену в каждой, и пройдут эти гонки в Эстерсунде и в Анхольце, соответственно, для мужчин и для женщин. Дальше из отборочного тура в 1/3 финала проходит 36 спортсменов, и в 1/3 финала у нас будут 3 гонки по 12 человек в каждой. Пройдут они в Кантиалахте и в Новое Место. Дальше биатлонисты отправятся в Северную Америку на трассы Солт-Лейк и Кенмор. Там пройдут полуфиналы по 9 спортсменов, 2 гонки. И последняя финальная стадия турнира, в которой встретится по 6 лучших мужчин и женщин, пройдет в России, в Сочи. Там мы узнаем, кто самый крутой биатлонист в Angel Biathlon. Для того, чтобы распределить имеющихся в игре биатлонистов по группам в отборочном туре, я написал специальную программу, которая рандомно выбрала спортсменов и разделила их на 4 группы. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Итак, сейчас на ваших экранах стартовый лист отборочного тура среди мужчин. Программа разбила их таким образом на 4 группы по 21 спортсмену. Синим цветом здесь подсвечены фавориты каждой гонки, то есть те спортсмены, у которых наибольшие шансы на победу в своих группах. Итак, давайте посмотрим. Первая группа, здесь фавориты. Это француз Антонин Гигана и немец Симон Шемп. Из россиян здесь есть Александр Поварницын, Дмитрий Малышко, Максим Цветков и Алексей Волков. Надеемся, что они смогут побороться с лидерами. Вторая группа, здесь сразу же 3 очень сильных спортсменов. Очень интересное противостояние Йоханнеса Бё и Александра Логинова. Кто же из них одержит победу? Ну и, конечно, контент Фион Майе явно тоже с ними посоперничает, поэтому будет это интересно. Третья группа, здесь 2 явных лидера, это Джулиан Эберхард и Мартен Фуркат, и также есть очень сильный Ветли Шостад Кристиансен. Ну и, конечно, не будем забывать про Евгения Гараничева, который тоже может выстрелить, и мы надеемся, что он также пройдет следующий тур. И четвертая, последняя группа биатлонистов отборочного тура. Здесь сразу 3 лидера. Это Тари Бё, Бенедикт Долли и Арнт Пайфер. Но также есть еще очень сильный Лукас Хофер, Доминик Ландертингер, Симон Эдер и Яков Фак. Поэтому, наверное, четвертая группа будет самая жесткая в плане соперничества, самая непредсказуемая. Давайте теперь посмотрим на женский стартовый лист отборочного тура. Сразу же в первой же группе под первым номером у нас идет Лиза Витоция, занявшая 2 место в прошедшем Кубке мира. Она, конечно же, явный фаворит этих соревнований. И в этой же группе под 18 номером норвежка Тири Леков, которая очень быстра, но иногда испытывает серьезные проблемы со стрельбой. Здесь же есть Паулина Фиалкова, которая тоже явный фаворит этих соревнований. Вторая группа, здесь явный фаворит, это Доротея Вирер, конечно же, которая является действующей обладательницей Кубка мира. И вполне вероятно, что основной ее соперницей в этой группе будет норвежка Марта Ройсланд, которая также очень хорошо выступает. В третьей группе главный претендент на победу это, конечно, Анастасия Кузьмина, которая вроде как закончила спортивную карьеру, но, возможно, будет выступать в следующем сезоне в эстафетных гонках. Также мы ждем хорошего результата от чешки Маркеты Давидовой, за которую мы играем на наших прямых трансляциях. Из россиянок здесь есть Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перх, то есть Россия представлена довольно сильным составом. И еще есть норвежка Ингрид Тандервольд, которая тоже вполне может занять призовое место. В четвертой группе главные претенденты на победу это, конечно же, Кайса Макаранин и Ханна Öberg, которые под 21 и под 19 номером будут выступать соответственно. Здесь же в этой группе бежит Светлана Миронова и Франциска Пройс. Тоже, я думаю, они имеют наибольшие шансы на хорошее место, на прохождение в следующий тур. Друзья, давайте сейчас каждый в комментариях внизу напишет, за кого вы будете болеть на этом турнире. Гонки данного кубка будут выходить в следующих видео на нашем канале, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. С вами были разработчики Angel Biathlon. Всем удачи, пока!